Я чувствую твой пристальный взгляд. Дай угадаю, ты зашел сюда, чтобы посмотреть это страшное видео, проверить свою смелость и убедиться, что ничего не способно тебя напугать. Но раз ты зашел сюда, это уже что-то да значит. Поздравляю. Ах да, тебе, наверное, интересно, кто я такой. Я та самая часть Колсона, о которой он вам никогда не рассказывал. Именно я на подсознательном уровне даю ему сигналы, что пришло время сделать какое-нибудь страшное видео. Нельзя же все время смотреть эти познавательные ролики. Нужно иногда отвлечься и прокачать свою смелость. Предыдущее страшное видео показало весьма хороший результат. Под ним много забавных комментариев, особенно вот эти. Вы такие смешные. Мне нравится, когда мои видео вызывают у вас такие позитивные эмоции. Наверное, тебе уже не терпится начать смотреть о этих прекрасных, жутких существах. Перед просмотром нужно выполнить лишь одно простое условие. Ты должен поставить лайк этому видео и подписаться. Вот и все. Сделал? Нет? Отступать уже поздно. Ты должен сделать это. Или я приду за тобой. Как видишь, я еще тут. У тебя еще есть немного времени. Часики тикают. Нажми уже эти две кнопки, твоя совесть будет чиста. Значит, нет. Я хотел по-хорошему. Давай же, обернись. Посмотри, кто стоит за тобой. Ты думал, что увидишь там меня? Эй, глупыш, посмотри, я же в своем мониторе. Но это пока. Часики тикают. Время идет. Скоро к вам в гости кто-то придет. Тик-так. Легенды – это нечто неизвестное и пугающее. Они передаются из поколения в поколение и живут в нашем мире по сей день. Но самое страшное, что легенды – это не всегда выдумки. В них всегда присутствует доля правды. Сиреноголовый – это 12-метровое гуманоидное создание с иссохшей кожей цвета ржавого металла. Его конечности непропорционально длинные и тонкие, а руки той же длины, что и ноги. Оканчиваются руки огромными когтистыми пальцами. Вместо шеи и головы у существа что-то напоминающее столб с закрепленными на нем сиренами.
Отсюда и идет его название – сиреноголовый. Вокруг сирен обмотаны черные металлические провода. Сирены присоединяются к остальному телу длинными кожистыми связками. На некоторых кадрах внутри сирен видны кричащие челюсти с зубами и длинным языком. Сиреноголовый в основном издает громкие звуки, характерные для армейских и гражданских сирен. А также он может издавать сигналы воздушной тревоги, искаженную музыку, экстренные оповещения и прочие звуки. Также сиреноголовый может имитировать голоса людей и животных. Таким образом он привлекает внимание. Например, издает жалобные крики о помощи. В связке с имитацией голоса существо умеет мимикрировать под деревья и фонарные столбы. Данное существо крайне агрессивно и опасно для людей. Оно ведет хищный образ жизни, обитая в сельской местности, отдаленных городках и лесах, заманивая заплутавших жителей и путников. Мало кто смог пережить встречу с сиреноголовым, из-за этого о нем так мало известно. Свое нападение существо сопровождает трансляцией голосов убитых им жертв или же сигналами воздушной тревоги. Впервые в современной истории сиреноголовый был замечен в 1966 году на кладбище в Аризоне, через которое проезжала проводящая отпуск семья. Через 30 лет, 16 июля 1995 года, группа подростков пошла в лесной поход. Там их поджидал сиреноголовый. С показаний Чеда, выжившего подростка, его друзей схватило что-то гигантское, бредущее между деревьями и подражающее их голосами. Чед был найден живым с несколькими ранениями, а вот следов остальных парней найдено не было. С какой целью сиреноголовый напал и забрал их, что он с ними сделал, неизвестно. Всего на данный момент есть 9 свидетелей, переживших встречу с сиреноголовым. Последние упоминания о существе пришли из Индианы, где часто стали пропадать люди. По словам некоторых жителей, он ходит прямо по улицам городов, мимикрируя под фонарные столбы. Есть свидетельство того, что сиреноголовый якобы появился задолго до зарождения человеческой цивилизации. По всей Северной Америке находят наскальные живописи, на которых изображено нечто похожее на сиреноголового. P34 be advised, next week, police on its closely with the suspect and the victim. Holy crap! Oh god! Oh god! Run! Run! Рейк – это тощее существо с горящими глазами и длинными когтями. Это очень страшное существо, ведь оно следит за тобой, пока ты спишь. И мгновенно убивает, когда ты просыпаешься. Впервые Рейка упомянули аж в далеком 1961 году,
и слухи о его существовании ходят по сей день. Реален ли он на самом деле? Сказать трудно, ведь исходя из некоторых источников, власти стараются как можно тщательнее скрыть эту информацию и всячески защищают ее от возможных утечек. Мнения о его природе расходятся. Одни считают его мистической сущностью, а другие уверены, что это человек, только изрядно одичавший, выросший среди животных. Свое прозвище Рейк, что в переводе с английского означает «грабли», существо получило из-за особенного строения кистей и рук. Точнее, из-за длинных острых когтей, напоминающие руки Фредди Крюгера. Внешне Рейк похож на бледного, исхудавшего человека с вытянутыми конечностями. Он настолько тощий, что у него выпирают ребра. Интерес к этому существу подогревает и то, что информация о нем минимальна. Отсюда и родилась версия, что кто-то в верхах не хочет, чтобы сведения о Рейке пошли в народ, так как это может вызвать панику. Поэтому документы и свидетельства о встречах с ним уничтожаются. Например, в 2003 году в Нью-Йорке новость о встрече жителей города с Рейком не сходила со страниц прессы. Журналисты строили предположения, кто это, криптиды, пришельцы или демоны. Но вдруг разом все прекратилось, а статьи, опубликованные в СМИ и интернете, исчезли. Самой известной фотографией, доказывающей существование Рейка, является именно это. Возможно потому, что ее показали на телевидении в одном из новостных блоков Америки в 2011 году. Впервые это фото появилось на информационном форуме стрелков из лука. На фото видно, что внизу прикреплен логотип Valve Game Innovations. Это доказывает, что фото реальное, а не фотошоп. Эта фирма занимается установкой камер видеонаблюдения в лесах для того, чтобы следить за животными. Камера автоматическая и реагирует на движение крупных животных. Верить в это существо или нет, выбор остается за вами. Кунтиланак. Это призрак беременной женщины, которая умерла раньше, чем родился ее ребенок. Согласно легенде, она преследует женщин, особенно беременных, и пытается украсть у них детей. Она издает звуки, похожие на плач ребенка. Если плач звучит рядом, значит она далеко. Если плач звучит далеко, значит она рядом. Обычно она прячется среди деревьев, старых зданий или в зарослях у рек и озер. Некоторые люди в Индонезии считают, что вид кунтиланак может свести с ума. Это фото было сделано группой подростков в Индонезии во время вечеринки во дворе. Они сделали это фото и пришли в ужас, увидев призрачную фигуру кунтиланак на заднем плане. Про нее существует жуткая история. Девушка-индонезийка возвращалась домой из университета поздно вечером. Было темно, на улице проезжали лишь одинокие машины. Мимо проезжал мини-автобус, и девушка решила его остановить.
После того, как девушка села в автобус, он проехал несколько минут, после чего остановился. Она решила, что водитель остановился, чтобы подобрать еще одного пассажира. Но взглянув на водительское кресло, она увидела, что шофера нет на месте. Водитель просто сбежал. За дверью мини-автобуса стояла женщина в белом платье с очень бледным лицом и длинными черными волосами. Женщина смотрела прямо на девушку, но та была в ловушке и не могла убежать. На следующее утро люди нашли девушку, лежащую на полу автобуса. Ее лицо было искажено ужасом, после чего девушку отправили в психбольницу. Говорят, что Кунтиланак боится острых предметов и не будет нападать на женщину, если у нее будет гвоздь, нож или ножницы в сумочке. Ее можно убить, ударив острым предметом в отверстие сзади на шее. Писадейра – это жуткое существо из Бразилии, страшная женщина, которая приходит к вам по ночам, чтобы питаться вашим страхом. Если вы переели и чувствуете, что ваш желудок полон и что на вас накатила сонливость, будьте осторожны. Когда вы будете готовиться ко сну, старайтесь не ложиться на спину. Если вы не прислушаетесь к этому предупреждению, ночью вы можете проснуться, обнаружив, что полностью парализованы и обездвижены, а над вами склонилось ужасное существо, которое хочет либо убить, либо запугать вас, пока вы находитесь в полусонном состоянии. Многие, наверное, слышали о сонном параличе. Это состояние тела, когда человек не может понять, спит он или уже проснулся. Это состояние сопровождается неспособностью человека пошевелиться, так как в этот момент его мышцы испытывают невероятную слабость. Иногда такое состояние часто сопровождается галлюцинациями. Ставь лайк, если у тебя хоть раз было такое. По легенде, это состояние вызывает ужасное существо, которое может убить вас. Писадейру обычно описывают как очень тощую костлявую женщину с короткими ногами и грязными длинными волосами. У нее длинные и тонкие пальцы, которые заканчиваются длинными желтыми ногтями, больше напоминающие когти. А во рту у нее острые зубы. Уже описание ее внешности является достаточно жутким, однако еще более страшен ее ужасный смех. Хотя некоторые люди, кто пережил нападение Писадейры, говорили, что она молчалива. Другие выжившие говорили, что перед ее приходом они слышали пронзительный смех. И если вы услышали этот смех, значит вскоре вы увидите саму Писадейру. Этот жуткий смех предверяет ее появление. Жертвами Писадейры, как правило, являются те люди, которые плотно поужинали и выпили перед сном. Она входит в комнату, поднимается на кровать и садится на грудь жертвы. Потом она начинает либо сильно давить на грудь, либо топтаться на груди и животе, вызвав медленное удушение жертвы, прерывая ее дыхание. Писадейре ничего не стоит просто задушить жертву своей мощной хваткой, но на самом деле она хочет, чтобы вы
проснулись. Проснувшись, вы не сможете пошевелиться, так как будете парализованы страхом. Вы будете только видеть и слышать, что происходит вокруг вас, но вы будете беспомощны что-то изменить. Вы можете мысленно посылать сигналы своим конечностям, чтобы двигаться, и попытаться кричать, но ваше физическое тело не будет вас слушаться. Ваш растущий страх делает Писадеру сильнее. Далее произойдет одно из двух. Либо ужасная медленная пытка продолжится до тех пор, пока вы не перестанете дышать, став очередной жертвой Писадеры. Либо она просто оставит вас, вдоволь насладившись вашим страхом. Вскоре ваш организм полностью проснется, и у вас останется лишь смутное воспоминание о том, что произошло ночью. Самый лучший способ избежать встречи с Писадерой – не есть слишком много перед сном. Палочник, или как его еще называют, Буратино, является городской легендой, согласно которой в Челябинске странное существо гуманоидного типа ночью заползает и сползает по окнам. Как вы считаете, существует ли палочник на самом деле? Или же это обычный фейк? Пишите свое мнение в комментариях. На этом все, друзья. Надеюсь, вторая часть вам понравилась так же, как и первая, и вызвала такие же бурные эмоции. И помните, не ешьте много на ночь. Приятных снов! Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Можешь быстро убегать. Я все время буду знать, где ты прячешься опять. Все продлится до тех пор, пока не будет выигран спор. Лайк поставь и подпишись, и наладится вся жизнь. Станешь сразу круче всех, будет ждать тебя успех.